Новый год наступает нам на пятки и спешит нам показать очередные переделки, от которых рад наш глаз. Наступает новогодняя пора. Мой настенный календарь уже практически заканчивается. Я не особо круто умею петь, и учитывая наличие рубрики с обзором различных сборок со всех уголков интернета, мне все же стало интересно. Я никак не буду разглагольствовать о том, что сборки это то, сборки это все. Все куда проще. Буквально появилось желание присмотреться на кастомное творение на основе небезызвестной многострадальной Windows, но уже тематические. Новогодние. И смотреть я буду их не один, а вместе со своим коллегой по цеху Веселкрафт. Как раз можно попробовать новенькую функцию с коллаборациями. Все творения, как обычно, были взяты из архив.орг, прочих рандомных мест и поисковых запросов. Дальше еще интереснее. Мы решили максимально разделить работу, и, следовательно, каждый из нас делает отдельную часть видео, независимо друг от друга, со своими вставками и отсылками. Любопытно узнать, что из этого, конечно, получится, поэтому присаживайтесь поудобнее, берите себе чай, и давайте мы приступим к первому сыну Anti-Light, Enlight, ручной работы, дисом, режима аудита. Нужное, кстати, подчеркните. И ему название Windows Калькулятор. Стойте, я, кажется, словил дежавю. Своего рода Windows для бухгалтеров. Ну серьезно, включаешь компьютер, а тебе сразу калькулятор уже вот тут как тут. Предположу, что обычно такое делается по двум причинам. Практика в сфере создания сборок и редактирования образа системы, или просто развлечение да угар. Автора с никнеймом Ziat87 никак не оскорбляю, никаких претензий нет, ведь таки мы теперь знаем, что Windows для бухгалтеров — это не миф. Основой этого творчества служит RTM-версия Windows Server 2003, и учитывая утечку исходных кодов 5 лет назад, автор, вероятно, просто их нашел и поковырялся. Windows для бухгалтеров из нулевых очень требователен. На VirtualBox операционка повалится в черный экран смерти с надписью Windows столкнулась с проблемой. И кошачьим смайликом в конце. Ага, значит, повышается вероятность провального запуска данной ОС на графическом калькуляторе HP Prime. К слову, это оказывается даже не установочный образ, а Live CD. Это уже выглядит круто. Своего рода Windows PE. Ах да, спасибо за вашу активность под прошлым видео. Я вас услышал. Экран загрузки чутка модифицирован. Содержится дебаг-информация, отображаемая поверх картинки экрана запуска. Но и ее тут нет, есть только эти полоски. Окно программы рапортует, что перед нами сборка 4200 с ядром Windows NT 5.3 и кодом Funny Release 1. Действительно, это все же немного весело. Ни о каком диспетчере задач или проводнике речи не идет, только калькулятор и ничего более. Закрыв калькулятор, система тихонько перезагружается. Все же давайте от дежавю мы вернемся к делу. Неплохо разобраться бы с вопросом, а есть ли что-то подобное из Windows 11? Я пытался найти как на различных FTP-серверах, в коллекциях на archive.org, тамошним поиском, через любительскую датабазу Krusty Windows. Поиск не дал результатов. Оно и понятно. Кто в 2025 году делает тематические сборки на основе Windows? Пользователи обычно максимум себе изменят фон рабочего стола и курсор. Ну, иногда можно еще и Startlebag накатить, если юзер не любит современный пуск и обрывки белизны в темной теме. Но это уже другая история. И если брать эпоху Windows 10, ОС, которую многие считают отличной, хотя годами ранее тоже весь интернет пестрел, то там кое-что все-таки да есть. Windows 10 Christmas Magic Pro. Магическая новогодняя сборка от TeamOS из 2019 года. Меня почему-то прикалывает этот слегка сжатый фон. Windows The New Generation. Читаемость текста на высоте, а в остальном сам установщик не переделали. Слава богу, поняли, когда нужно остановиться. Но это еще не все. Мы рассмотрели только процесс установки. Местная первоначальная настройка имеет один забавный баг. На этапе настройки сети у нас появляются кнопки управления окном. Это окно с настройкой сети оказывается обычным наслоением над первоначальной настройкой. Где вы еще видели такое? Взял и свернул настройку сети, на фоне висит Just a Moment, а потом развернул на весь экран. Если это все закрыть, то мы пропускаем этап с аккаунтами и сетью. Дальше в ОБЕ ничего интересного, зато на рабочем столе уже праздник к нам пришел. Боже мой, что это? Самое время обрадоваться, выйти на улицу и почувствовать новогоднее настроение. То самое.
Надеюсь, хоть у вас снег есть. На фоне рабочего стола перед нами красуются миньоны. Наверное, утренник какой-то был. Ладно, давайте к делу. Сборка, что удивительно, не активирована. В качестве основы взяли Windows 10 18.09. Здесь у нас все по классике. Тематические иконки, кнопка «Пуск», тонны рекламы на рабочем столе и дополнений. К слову, сайт сборщиков ныне не работает и перенаправляет на всякие казино да прочий скам. Вместо стандартного пуска имеется Start Easy с кучей кастомных кнопок, что примечательно. По стандартным программам формата UVP присутствует нерабочий OneDrive, Microsoft Edge, Microsoft Store и параметры. По стандартным уже Win32 приложениям заметно, что как минимум нет Windows Media Player и в целом сам список, как по мне, более мелкий, чем в оригинале. В папке Extras есть скрипт по удалению OneDrive. А его изначально снести нельзя было? Внезапно WinAero Tweaker, Black Glass Enhanced, и мне вообще непонятно, какой от последнего эффект, окно только побелело. System Transparency из той же оперы и всякие гаджеты. Эти гаджеты, кстати, с подвохом. На первый взгляд кажется, что автор вообще дурачок и он положил нерабочее ПО. Однако нет. Вам нужно самостоятельно зайти в свойства файла, открыть вкладку «Совместимость» и выбрать запуск от Windows XP Service Pack 2. Да, эти украшательства созданы в эпоху XP, и на современной системе они не запускаются. О, этого я не ожидал. Компенсировали отсутствие снега. Стороннего софта, на удивление, маловато. Notepad++, 7-Zip и IOBit Unlocker. Последний, признаюсь, ни разу не пользовался. Обычного анлокера всегда было достаточно. Прозрачные окна обеспечивают нам Aero Glass с кучей скинов в комплекте. Данное дополнение, как уже понятно из названия, изменяет работу DVM Windows, добавляя заголовкам окна прозрачность и прочие элементы стекляшек из Windows 7. И если кого-то завлекло, то ныне есть Fork Open Glass с адекватной поддержкой последних Windows 10 и Windows 11. Из минусов могу подметить, что у нас нет штатного плеера и не работает функция слайд-шоу на экране блокировки. Думал, что проблема с последним кроется в правах доступа к системной папке с картинками, но нет, функцию завести никак не удалось. Следующее, к чему можно прикопаться, это WPI. Если помните, то, например, в Windows XP Зверь была такая штука, как автоматическая установка программ, или же Windows Post Install. Если там это было сделано как самостоятельный HTML, то здесь это как элемент MMC, и в его списке хранятся не файлы, а тупо ссылки на официальные сайты этих программ. Напоминаю, в Microsoft Management Console веб-движком является Internet Explorer 7, и, следовательно, верстка этих сайтов будет просто чудесная. Еще забавно было увидеть пункт Edit Hosts File в контекстном меню рабочего стола, ведь да, это действительно одна из самых важных пользователю вещей. Ну и как же тут без тем оформления? Christmas Holiday, тема с подборкой обоев Гринча в 2 версиях, поясню позже, и женщины. Так вот, зачем здесь 2 версии одной и той же темы? По названию понятно, что имеется как обычная, так и без песни. Первый вариант содержит звуковую схему, где в виде звука есть целая песня на 4 минуты. И если быть точнее, то 3,5 минуты! Даже мое напоминание о подписке на канал не было таким долгим. Кстати, подписывайтесь и спасибо за вашу поддержку. А тем временем, пока я завершал работу с первой сборкой, на просторах необъятных интернетов была найдена сборка Windows 7 Light New Year by Uralsoft 2018. Uralsoft я знаю не только как сборщика, но и как участника конфликта между ныне покойным ютубером Алексеем Лещенко. Деталей прям точных не вспомню, но сам по себе конфликт был очень интересный. Данная сборка сначала была найдена на рандомном зеленом сайте, а позже ее перезалив нашелся на все том же небезызвестном архиве. Запуская этот образ, нас сразу встречает Windows PE, причем не родной, а кастомный на основе Windows 8.1 с небольшим количеством стороннего софта для быстрого восстановления, Total Commander и слегка абсурдными анимациями. Напоминаю, после новогодних праздников установщик тоже из 8, и казалось бы, вроде сборка новогодняя, а дизайн как-то им не пахнет. На первом этапе установки мы видим логотип Software from the Uralsoft. Кстати, мне кажется, или в предложении что-то не так. И невероятно высокую читаемость текста в шутливом смысле слова из-за дизайна самого окна. Он сделан в виде прозрачного полотна. Стеклом такое назвать тяжеловато.
Доступно две вариации портала во вторую половину кастомных 2010-х – x86 и x64. Форматирование диска и процесс базового копирования файлов никак не отличается от оригинала в плане текстов. На моменте первого перезапуска, если вы ставите это все добро на VMware, система может просто зависнуть. Я не имею понятия, в чем причина, поскольку я и менял объем АЗУ, выделяемый для VM, менял тип системы, переставлял 3 раза, смотрел под подушку и 5 раз хлопал в ладоши. Получался один и тот же результат – зависание. Может быть, у меня VMware староватый, 17-й. Может быть, процессор Intel 10-го поколения смешной. Позже со своим человеком за кадром решили проверить сборку на другом ПК, уже с AMD Ryzen и VMware 17.5. Как итог, все отлично заработало. Первый перезапуск нам показывается в совершенно оригинальном дизайне Windows 7. Вы уже можете сказать мне: «Как же это скучно!» Не торопитесь, самое разносное еще впереди. Окно не изменили, а сзади расположился наконец-таки фон новогодней тематики. А вот когда мы уже попадаем на рабочий стол, какой тут full house. И браузер с просроченным доменом в виде домашней страницы, и звук запуска, и елки, и снег, и хайповые панели из 2009-го. Красота же как... что? Кого? Я ничего не делал сейчас. Оно само перезагрузилось. Что? Когда ОС прожила у нас более 2 минут после запуска, можно начать ознакомление. Состав ПО, как можно заметить, богатый. 2 браузера, AIMP, CCleaner, KimPlayer, Uninstall Tool, Adobe Reader 11, IDM, AIDA64, MuTorrent и Cleaner к нему. Список не весь. В папке все программы присутствует тот же Notepad++, Ultra ISO, Flash Player и еще по мелочи. Смотришь на их версии и понимаешь, что это буквально капсула времени. Интересно, почему нет Amiga? Как раз бы подошло, если помните такое. Также здесь есть файл info.txt, где находятся все контакты автора. Мы пытались позвонить на этот номер и, кажется, позвонили не вовремя. Абонент не отвечает. Звонок был перенаправлен на голосовой почтовый ящик. Вы можете оставить сообщение после звукового сигнала. Ах да, пока не забыл. Автор эту информацию частично продублировал в окне свойств системы. Иконки и темы в сборке, само собой, тематические. И самое время посмотреть и прослушать некоторые из них. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? Okay, people, tomorrow morning, 10 a.m., Santa's coming to town. Santa! Oh, my God! Santa here? I know him. I know him. К слову, несколько тем здесь повреждены из коробки. Имеются дубликаты и своего рода временные темы. Почему временные? Вот, допустим, мы применим эту тему оформления. Перезайдем в аккаунт и увидим, что данная тема магическим образом превратилась в классическую. А теперь самое забавное. Эта сборка известна тем, что она лагает. Прямо после установки. Я серьезно. Дело не в майнерах или прочем вредоносном ПО, его тут нет. Вся проблема в нескольких запущенных копиях елок, снега и гирлянд на рабочем столе. В автозапуске! И каждый экземпляр такого софта будет отжирать процессор, тем самым сильно замедляя нашу систему. Вот видите, я ничего не делаю, а здесь 100% нагрузки на процессор. Просто в простое. В остальном, если все это убрать, вполне себе обычная семерка. И если сделать из увиденного краткое резюме, то появится вопрос: что это за пи***ц? Кстати, есть еще один момент. За кадром я заметил, что этот образ не умеет грузиться на компьютерах с UEFI. Как так? Я не знаю. При этом в описании к образу также сообщается, что загрузка только с биоса. Опираясь на цифры из email как дату рождения, можно предположить, что автор уже в возрасте, и данное творение, вероятно, просто недосягаемо для моего понимания. Всякое бывает. Только от звуков запуска и завершения работы мы еще не скоро отойдем. Привет.
А вы слышали этот звук запуска? Просто я нет, я забыл колонки подключить. Ну, я считаю, дальнейший обзор не обойдется без всеми любимый чип XP. Настоящий классик, я бы даже сказал pleasantly. Это не то, что вы прям целиком новогодняя сборка. Все-таки со стороны это самая обычная говносборка, по заветам Лещенко, с измененными картинками, перебитыми копирайтами и напиханным везде именем автора. Но сборка выходила такая не одна, а несколько версий. И вот на одну из них мы посмотрим, потому что она как раз таки новогодняя. И при включении нас сразу встречает ласковый голос, как бы говорящий, что компьютер рад тебя видеть и готов проигрывать из твоих колонок екатеринбургских рэперов. Бывает так, что пацанам не везет с девчонками. Сам гуляешь с толстую, а другие с тонкими. Hello, stranger, улыбайся, слезы катятся. Я смотрю ему в глаза, они мне нравятся. А так как это DVD-версия сборки, после установки нам сразу же предлагают установить свежий софт. И тут его как раз много, как палаток на митинском радиорынке. Microsoft Office, Total Commander, Mozilla Figifog, Jopera, uTorrent, Agent Mail.ru, а помимо всего еще какая-то огромная сотня программ, про существование которых встает вопрос, а зачем она вообще здесь есть? Jet Audio? Универсальный аудиопроигрыватель, все в одном комплекте. Так вот же, AIMP за следующей дверью. ECDC Pro. Я думал, про эту программу еще во времена 98-й винды забыли. Cheap Wallpaper. 30 красивых обоев для вашего рабочего стола. Что-то мне это напоминает. Надоели скучные эти виндовсовские обои, которые там... Их меняешь одно и то же постоянно. Больше всего, конечно, меня прикалывает антивирус, который сдохнет буквально через год после установки данной прекрасной сборки. Ладно, и так сойдет. А вот после установки всего предустановленного барахла нас встречает новогодняя елка на рабочем столе. И на этом все новогоднее настроение заканчивается. Нет ни прикольных иконок с оленями или там мармеладами, ни какой-нибудь новогодней темы. Вот вам картиночка на столе, и все, остальное остается на прежних местах. Ну и, конечно, по заветам таких сборок от Васи Пупкиных, здесь есть иконки из Vista с темой Луна по дефолту, прошу заметить, странные утилиты, о существовании которых узнаешь впервые, и встроенные ссылки на партнерские ресурсы, которые либо не открываются в браузере Древнего Рима, либо давно обанкротились и закрылись. Ну вот что такое USB Security? А она, оказывается, защищает от вирусов на флешке и по запросу пользователя еще и шифрует на них данные. Ну, в то время это может быть действительно полезно, спорить не буду. А вот еще Key Switcher. Единственное, что она делает, это показывает в трее флаг и переключает раскладку по нажатию Ctrl. Да, просто Ctrl без комбинации. Ну и на этом все интересное, к сожалению, заканчивается. И можно ли эту сборку вообще новогодней считать? Ну, наверное. Можно ли ей пользоваться в другое время года? Ну, так как единственное здесь, что есть здесь новогоднее, это обои, то достаточно их просто поменять на другие. А зрителей данного YouTube-канала я поздравляю с наступающими праздниками, наступающим праздником Нового года. Это самое главное, что может случиться в жизни. Я, наверное, могу пожелать только снижения цен на оперативку. И, наверное, чтобы компы не ломались. И каков итог? Есть ли смысл в тематических сборках Windows? Что вообще из ранее показанного получилось? Если принять все аспекты данной темы и показанные примеры, можно заявить о том, что движение тематических сборок тупиковое. Я не шучу. Вот найдите человека, который на серьезных основаниях будет менять винду ради нескучных обоев и тематических вставок. Или переустанавливать Windows в честь праздника. Обычные сборки, которые имеют стандартную для своего развития нумерацию версий по типу 2.5 или от декабря 2025 года, будет устанавливать куда логичнее. Вот обновится ли автоматически, представим, новогодняя сборка к пасхальной версии или версии 8 марта? Не думаю. И в целом, если так подумать, сборки начинают немного повторяться друг с другом. И если вы считаете иначе, то можете присылать свои работы и находки как на e-mail, так и в телегу. А что вы думаете об этом? Пишите свои мнения в комментариях. На этом пока что все.
Огромное спасибо за просмотр и благодарю людей, решивших поддержать канал любой суммой. Также поздравляю всех с новогодними праздниками и хочу пожелать вам, чтобы даже в самом темном небе вы нашли для себя что-то светлое. По крайней мере, постарайтесь. До новых встреч, дорогие друзья!